А что, если уехать в путешествие на доме на колесах, которому не меньше 40 лет? Дом, который выглядит как музей, немного ржавый, с характером, со своей историей. Он скрипит, пахнет воспоминаниями и выглядит кошмарно прекрасно. А теперь добавим ребенка, которому нет и года, без кондиционера, без особых удобств, но с огромным желанием попробовать что-то настоящее. А еще вишенка на торте водителя аргентинца. И да, мы почти не говорим по-испански. Мы едем в Карело, город среди сосен и песка. Зачем мы это придумали? Смогли ли мы выжить в дороге? Как спала малышка? Как общались с водителем? И стоило ли оно того? Это не просто влог. Это настоящее приключение. Смотри, будет тепло, немного смешно и очень по-настоящему. Итак, сегодня уже пятница, едем мы в воскресенье. Я пытаюсь собирать вещички, пытаюсь понять, сколько одежды ей нужно, учитывая то, что там не будет стиральной машины. Понятное дело, что руками можно постирать, но мне кажется, самая большая проблема — это то, что непонятно, как это все сушить. Скорее всего, это все не высохнет, и просто проще в пакеты все положить и дома уже постирать. Поэтому я пытаюсь понять, сколько ей нужно одежды понабрать. Скорее всего, у океана холоднее, чем тут. Нужно тебе слово дать. Давай ты тогда говори. Поэтому пытаюсь подобрать одежду, и если будет холодно, и если будет дождь, и если просто поползать, чтобы удобно было. На все случаи жизни я пытаюсь собрать ей одежду, но при этом, чтобы не было ее супер много. Вот так вот у нас сейчас выглядит кровать. Подбираю лучки ей тут. Вот. Кресло, нафигачно. Кресло вообще самая надежная вещь в этой машине. Да. Все остальное улетит, Настю холодильником там бахнет, и кресло останется. Да, холодильник, кресло. Ну, потому что, чтобы булка наша надежно, красивая тут лежала. Я весь в сером, готов гулять. И булочка, да? Булочка, и папа, и мама, все тут. Ну вот и все, мы выехали. Первый пункт — Пинамар. Маленький городок совсем рядом с Карело. Мы немного нарушили режим Евы, пропустили первый дневной сон, и благодаря этому она почти сразу заснула в дороге. А мы просто ехали и любовались видом на Буэнос-Айрес с высоты из окна старого автобуса. Это был такой спокойный момент счастья. Кто-то пошел погулять? Кто-то пошел погулять? Ай, ты красавица! Итак, всем привет! У нас первая остановочка. Я, конечно же, особо ничего не успела поснимать дома, как мы там собирались, потому что с ребенком собираться еще тяжелее. Я и так это распределила на 3 дня. Думаю, уже ладно, не буду ничего снимать. Поехали. Вот у нас первая остановка. Сейчас хочу накрыть на стол, поесть бутербродики с колбасой. Я сделала дома тосты. Едем мы замечательно. Мы сейчас проехали час. Ребенок спал всю дорогу. Вообще прелесть. Она у нас из тех, кто не сидит в автолюльке вообще. Вот просто дорога 8 минут. Она не сидит. Это постоянно танцы с бубнами. И вот настал этот день, когда мы отправились в путешествие на машине, и она сидит вообще просто идеально. Она села, не пыталась оттуда вырваться и просто уснула. Да, с этим тоже пришлось поработать. Я специально решила, что первый дневной сон мы пропустим, будем пытаться ее развлекать, чтобы в итоге она прям отрубилась спать. Вот все пошло ровно по моему плану, я этому безумно рада. Мы как раз были в процессе сборов, пока мы таскали вещи, то есть особо даже напрягаться, чтобы развлекать, не пришлось, потому что просто мы носим вещи, она смотрит, то мы на улице, то мы дома, то мы на улице, то мы дома, и она уже этим развлекается. Вот, то есть уснуть у нее вряд ли получилось бы в таких условиях, а как мы поехали, так сразу она отрубилась вообще, просто идеально. Блин, мы сейчас остановились, и что-то мух сюда летит. Очень много с улицы. Но все предусмотрительно, мы взяли очень классную мухобойку, которая электрическая, так, наверное, называется. Короче, я покажу попозже. А что попозже? Сейчас покажу. Вот, смотрите, какая мухобойка. Она просто подставляешь комару, к мухе, и она умирает. Какой ужас. Ну, да. Но зато мы будем спать спокойно. Все-таки, считай, на природе живем, поэтому мы решили, что надо ее зарядить и взять с собой.
Тут комары, конечно, не как в России, здесь они огромные, и от них прям укусы такие сильные остаются. Вот. Здесь есть вообще страшные комары, от которых делают прививки. Денге прививка называется, наверное, и комары так называются. Но мы надеемся, нас не будут они кусать, вот, а так вообще страшно люди болеют, если вот эти плохие комары укусят. Ну, в общем, пока папа гуляет с дочкой, они там ползают на коврике, на улице, тусят, я пойду резать колбаску. Привет! Привет! Кто это там? Вот такой вот у нас получился мини-пикничок колбаски. Сейчас еще тостики достану. Здесь ей яйцо с огурцом покрошила. Положу тут вам колбаску для хорошего кадра. Толстую такую. Чтобы вам тоже захотелось бутербродиков покушать. Это, конечно, шикарно. Кушать бутерброды, яйца вареные, огуречки на природе. Это прям вообще, не знаю, что может быть лучше. Еще и чай в термосе. А еще я приготовила пирожное картошка. То самое из детства по русскому рецепту. Надо будет угостить нашего водителя. Не знаю, поймет ли он, что это за странная сладость, которая выглядит как котлета. Но, надеюсь, вкус точно скажет все сам. По пути мы заехали в Макдональдс. Когда-то по дороге в Мар-дель-Плату он еще был на ремонте. И вот теперь, наконец, открыли, да еще и с классными инсталляциями. Мы хоть и не для поесть, зато погулять не скучно. Это кто это здесь такой на большом стуле? На большом маковском стуле. Аба! Доча, это ты где? Это ты где? Кто-то радуется, кто-то очень радуется. Кто? Ножки такие розовые ножки. Как весело. Вторая остановка у нас была. Заправились в мороженое в Маке. Все, едем дальше. Пошел дождь. И знаете, ехать под дождем в доме на колесах — это какая-то особая атмосфера. Снаружи капли по окнам, внутри тепло, уют и бесконечные попытки развлечь ребенка. Мы пробуем все: игрушки, песенки. Купили кучу игрушек, самых разных, и полезных, и, скажем так, сомнительных. Светится, поет, мигает всеми цветами радуги, лишь бы отвлечь ребенка в дороге. А еще я заранее спрятала дома часть старых ее игрушек. Она уже успела о них забыть, и теперь в пути смотрит на них как на новые. Хитрость мамы, проверенная временем. А за окном, как и положено в Аргентине, бесконечные коровы. Ну а как иначе, если бы не они, откуда бы взялись все эти стейки? Надеюсь, меня будет хорошо слышно, потому что в машине очень шумно, когда мы в пути. Мы сейчас едем, уже на улице темнеет, но у меня с собой даже есть свет. То есть я могу нормально снимать, но мне сейчас не очень удобно его доставать. Я в следующий раз как-нибудь этим воспользуюсь, поэтому, надеюсь, меня будет видно. Мы сегодня, когда уже будет совсем темно, приедем в Пинамар, либо где-то возле него. Пинамар, надеюсь, я правильно говорю, но вроде да. Это небольшой городок, мы там остановимся. На сегодня уже никаких планов, конечно же, нету, кроме дороги. На сегодня планы просто лечь спать, а завтра, когда проснемся, мы посмотрим этот чудный городок. Где, как не в Аргентине, будет бесплатный кипяток в автоматах для мате. А автоматы для мате? О, ты сюда. Вода оказалась ужасной. Нам прям совсем не зашло. Хорошо, что в нашей тачке есть фильтр.
найдена какая-то супер фотозона, которая на самом деле не фотозона, но мы сейчас ее сделаем фотозоной. Боже, ну это очень красивый трактор. Ба. Когда я скажу, можешь спрятаться? Да. Давай. Прятайся. Все. Я не спряталась, да? Нормально. Она ногами стоит на одной части руля, а руками на другой. Вот ты рулит наша девчулька. Погода такая прикольная. Я на самом деле кофту надела просто для стиля, чтобы пофоткаться. Булка, 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 булка. Мы ехали, был дождь, остановились, он закончился. И такая приятная свежесть. Это уже наша 3-я остановка. Ребенок отдохнул. Мы сейчас еще чуть-чуть видосик поснимаем и поедем дальше. О, какое корыто. Он прям бежит. Топ-топ. Оля, Эдуарда, поехали. У него тут она. Наш Эдуардо выучил слово по-русски «поехали». Поехали! Поехали! Ура! Приехали! Спустя 9 часов пути мы в Пинамаре. Конечно, с кучей остановок, но тем не менее. Что я могу сказать? Я очень устала. Столько развлекать, укладывать ее в этом кресле. Но как бы устать можно и дома. А тут я устала, но оказалась в другом городе. Так что я ставлю лайк такой усталости. Отправляемся сейчас спать, и завтра будем смотреть город. Надо еще вообще погуглить, что здесь есть в этом городе. Я даже не смотрела. Мы основное, куда отправлялись, это в Карело. Там лес и... не проблема. Ей нормально, она спит. В общем, Карело — это какая-то богатая деревушка, где очень классные дома, лес, океан и все распрекрасное такое. Вот, там, говорят, очень красиво. И основное, куда мы ехали, это туда. Но по пути есть городок Пинамар. Мы туда тоже вот заехали. Мы в Пинамаре. Да, мы в Пинамаре. Вот, завтра будем смотреть Пинамар, а потом поедем уже в Карело. Как мы не в Пинамаре? А где мы? Мы не в Пинамаре. Прекрасно. Мы не приехали даже. Спустя 9 часов мы не приехали. Все фигня, мы не в Пинамаре. Планы меняются. Мы завтра едем в Пинамар. Сколько минут? 40 там еще? Где-то полчаса нам до Пинамара. Вот. Все, до завтра. Cuando aclaraban la historia, la aurora de la verdad, el día que no se encienda, el fuego y una brasa, oirán el canto que pasa, dejando una señal. Ай, привет! Привет! Кто шатается? С похмелья, что ли?
Ну, теперь мы уже точно, наконец, в Пиномаре. И в новом городе первым делом пошли в полицию. Нет, не потому что что-то случилось, не потому что нас остановили, а потому что, внимание, мы пошли у них спросить, где тут самые вкусные медиалуны. Да, в полицию. Просто так. Для русского уха звучит дико. В полицию за булочками, а в Аргентине вполне нормально. Никто не думает, что ты что-то натворил. И знаете что? Они правда посоветовали классную пекарню. Que país hermoso, loco. Привет, привет, привет! Не надоело? Холодно! Точно как. Сдувает, сдувает. А у меня такой руки замерзает. По ее капюшону можно определять, куда дует ветер. Оп. О. Я кручусь. Пес побежит. Привет, Вулька! Ты катаешься на папе? Эдуардо, nosotros vamos. Все, готово. Это все. Мы когда где-то останавливаемся, Эдуардо уходит погулять, или мы, когда уходим погулять, он остается здесь, и поэтому нам выдали настоящую рацию. Я опять похвастаюсь камерой, что она умеет зумить. Ой, зумить? Нет, зумить это приближать. Короче, хорошая камера. У нас есть настоящая рация, и мы общаемся так. Это очень удобно, особенно где нет интернета, а? Не, мы только пришли, хоть. Мы сейчас позавтракали на пляже, и теперь возвращаемся еще за порцией медиалуносов, потому что они были очень-очень вкусные. Да? И потому что вкусные, и потому что были. Вот так надо, да? Decime, contame. Nada, está todo bien. No hay nada que te moleste porque te estás gritando, gritando. ¿Y por qué gritas? ¿Puedo saber por qué? Mis anteojos me los saco. La boina la tiro. ¿Así está mejor? Se me ve la pelada. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Así estás conforme? ¿No gritas más? Sí. Оп. Пойдем с тобой, да? Hola. Más docena, por favor, porque muy rico medialunas. Docena. 6 y 6.
какие гнезда огромные. А, армяне. Армянские птицы. Армянские птицы. Птицы здорового человека. Ой, птицы здорового. Гнезда здорового человека. Гнезда армян. Ничего против не имеем. Армяне все классные. Смотрите, какая шишка огромная. Ева, большая шишка. Ева бумкнула, сделала большую шишку. И звуки Формулы-1, да. Топ, 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 топ. О, привет! Ай, привет! Давай так нажимаем. Шавол вемос. I am ready. Хе-хе-хе. Ха, термос поймала. Термос поймала. Бах. Connected, yes. Yes. My hands, magician. Muy bien. Eduardo, Yes. ¿dónde hay una sartén? ¿Esto es basura? Sí, basura. Ok. Телефон Muchas gracias. выдала. No, por favor, para que ahora lo limpio. Ага. Yo solo, sí. ¿Tienes tapa para sartén? Капец он несется. Да. У нас снова еда. Будем обедать. Держи. Где Ева? А где? Вот она! Ой, покушали, теперь отдыхаем. Так, там красиво вообще. Ты занята? Но я бы не трогал даже. ¿Te los di vuelta? Ага. Mira este. Вау! Смотри, Ева, что это? Ева, смотри, какая тачка. О! Вот это да! Вот это здорово! Вот это трактор! Пойдем грибы дальше смотреть. Ahí los di vuelta a todos. Ага. Este no lo comería jamás. No, todo comimos. Hay que limpiar un poco. Yo limpio. Sí, sí. Pero primero lo voy a poner ahí porque va a Ага, pasar la no mano. problema, no problema. Esto va a ser cualquier cosa. Hola, ¿cómo les va, familia hermosa? Estoy acompañando a este hermoso matrimonio
provenientes de otras latitudes y otros meridianos en un recorrido por una pequeña sector de Argentina. Pero ¿con qué cosa más maravillosa ha venido? Con una nueva argentinita. Evelina acompaña el viaje de estos padres que han tenido el coraje de acompañarnos, de pedirme que los lleve para recorrer un pequeño sector. Mi nombre es Eduardo y me dedico a esto desde hace unos 6 años y gracias a Dios he tenido la suerte enorme, maravillosa de encontrar gente de todas partes del mundo que me llegan a decir qué mundo maravilloso, what a wonderful world. No puedo más que decir gracias a estos chicos hermosos que han tenido la confianza en depositar sus vidas y las de su niña en un pequeño recorrido de 400 kilómetros por Argentina. Acá estoy para los que gusten viajar y conocer de una forma distinta. Soy Eduardo y me encuentran en turismoenmotorhome.com. Gracias. Смотрите, это центр Карело, да, настоящий, другого с асфальтом или торговыми центрами тут нет. Вот так выглядит самое городское место в этом лесном поселке у океана. Уют, тишина, воздух, все настоящее. Про саму деревушку расскажу чуть позже, когда буду показывать дома. Они здесь невероятные. А пока покажу центр. Он маленький, но очень атмосферный. Деревянные фасады, кованые вывески, кафешки с верандами, лавочки под соснами. И все такое аккуратное, будто бы нарисованное. Muchas gracias. Чао. Гномик. Ой, сколько гномиков. Раз, два, три, четыре. Приехали мы в Карело и пришли в какой-то дорогой ресторан. Я заказала себе пасту. Как я себе представляю итальянскую пасту с соусом Альфредо. Сюда поставлю. И какая? Из Италии. Ага. Ну, короче, когда в всяких... Да. Когда во всяких ресторанах я кушаю пасту и вообще заказываю, она обычно выглядит именно так, как вот я сейчас на фото покажу. И как я себе это представляю, когда типа дома готовлю, ну, это по-ресторанному паста такая. Вот. А вот это, для меня это чисто макароны у бабушки. Да. Тебе тоже нужно, да? Давай, мы тебе чуть-чуть дадим. У тебя это хлеб. Ну, соус вкусный. Хрен его знает, как Альфредо должен выглядеть. Для меня Альфредо это просто белый соус. Главное, что не острый. Да. Не, ну видно, что они чем-то политы просто чуть-чуть, но из-за того, что тарелка глубокая. Прикольно, попробуй. Можно одной покушать. Шикарно. Очень. Не прям очень. Ну, просто вкусно. Вот. А то, что одна, это от этого становится очень вкусно. Hola, Eduardo. No lo conocía con el sombrerito. ¿Dónde podemos dormir esta noche? ¿Quieres dormir acá? ¿Acá bien? Sí. ¿Para ustedes no está mal? Bien. А как будет завтрак? Desayuno. 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 Привет! Привет! Bien, entonces. Buen día! ¿Pasaron bien? ¿Durmieron Todo bien? bien, todo Bueno, bien. dale. Eduardo, por favor, probar mi postre por desayuno. ¿Tu postre? Mi postre, sí. Ajá. Está
Esta postre nombre papa. Nombre papa para... pero... сейчас как это? Azúcar. Sí. Dulce postre. Sí. Dulce papa. ¿Pero papa qué? Casero yo sola. Casero yo sola, sí. Permiso. Entonces Ajá. sí, esto. Ruso postre papa. Так, nombre papa. Sí. Necesita caliente water, agua caliente para mate. Sí, siempre. Es muy bueno. Gracias. ¿Lo haces tú? Sí, sí. Lo puedes vender, ¿eh? No entiendo. For sale. Sale. На продажу. Para vender. 5,000, por favor. Esto es buenísimo. Muchas gracias. Muy bueno. ¿Es secret o no? No secreto. ¿No es secreto? No. ¿En ruso se llama papa? Папа. Nombre папа. En ruso. Sí, Папа, пирожное postre. Картошка папа. Картошка. Postre картошка. Картошка. Sí. Пирожка. Sí. Картошка. Sí. Картошка. Muy rico. Muy rico. Пирожка, картошка. Походные условия, день 3. Поймаю. Это правда, она их сама снимает. Ёлки-палки. Смотрите, там был павлин. Я не успела заснять, когда он стоял в полный рост на крыше, но я была в шоке. Он же настоящий. Вообще в Карело они не водятся, но, видимо, кто-то подумал, что виллы мало, нужна еще и птица для антуража. Пущай разгуливает. И вот теперь павлин спокойно гуляет по дорогам Карело, как обычный кот. И, кажется, искренне считает, что это все его территория. Несмотря на то, что павлины тут не водятся, для меня все равно очень необычно местная флора и фауна. Ну вот серьезно, идти по сосновому лесу, а над тобой носятся зеленые попугаи. Привычные для Аргентины, но в этом контексте просто вау. Гребет. Коляска не для песка. Опа. Зашли пообедать стейком, это было просто прекрасно. И само место шикарное, называется La Cabrera Carelo. И я безумно хотела рис, поэтому мы просто купили его в обычном маркете. А в ресторане, ну а что, попросили подогреть. Так нам его еще и не просто разогрели, а выдали на красивой тарелке с подачей. Я тут, правда, уже доедаю, очень уж кушать хотелось, не до видосов было. А тут вот между делом развиваем мелкую моторику. Правая рабочая. Опа, молодец. Ура! Мы снова у океана. Остаемся сегодня ночевать у воды. Погода вообще великолепная, шикарная. На улице, как вы видите, поздно. Уже очень темно. И я думала, что здесь холодно. Поэтому одела ребенка вот так вот. А оказалось, тут совсем не холодно. Просто дует ветер, как, наверное, всегда у океана дует ветер. Но очень тепло, очень приятный, мягкий воздух такой. И хоть на камере не будет видно воду, но здесь море воды, целый океан. Представляете? Целый океан. Вот так. Вообще красота, конечно. Красота!
радуется. Кто это там радуется так? Привет! Я люблю на всякие поездки, например, клеить какие-нибудь наклеечки на чехол телефона. Или теперь у меня появилась новая возможность клеить джибицы на кроксы. Вот, но я не успела этим заняться, и поэтому у меня просто, которые я дома обычно ходила, остались. Но я успела взять их с собой. И сейчас буду клеить хотя бы на последние дни в путешествии. Вот перед такой красотой. Ой. Опа! Жух. Ну все, готовенько. Теперь обувь подходит к путешествию. Тут вот есть океан, мир. Дом на колесах, будем его так считать. Термос, палатка, кемпинг, солнышко. Все, вообще замечательно. Ну, наконец-то обзор нашего дома на колесах. Заходим. Здесь водительское место. Есть даже телевизор. Странный, ни разу не включали. Ну, он показывал, как работает, но нам не нужно. Вот. Эдуарду, наш водитель. Из Франции у него номер. Часы огромные. Тут такое все, ну просто водительское место. Здесь можно как бы поправить, чтобы покрасивше было даже. Здесь у нас кухонька, этот стол раскладывается, вот такой большой становится. Здесь сиденье. Вообще вот тут такая же лавочка, как и тут. Но мы сюда прикрутили детское кресло, автолюльку. Она там максимально надежно держится, она просто никуда не девается. Никак, ничем его не подвинуть, она там прикручена. Здесь удобно, я когда с ней сижу в дороге, у меня удобно, можно достать все в рюкзачке. Здесь ее игрушки, здесь тоже. Кстати, это холодильник. Очень безопасный дом для детей, потому что даже холодильник мягкий. Ладно, шучу, потому что вот здесь она может легко приехать головой об железку, а не острые. Ну, ладно, это мелочи. Здесь можно ползать, бегать. Здесь у нас кухонка. Можно разогревать себе еду, делать чай. Даже есть духовка, раковина, теплая вода, холодная, фильтр. Много мест для хранения. Вот огромный шкаф полноразмерный с вешалками. Здесь там для посуды. Вот как полностью выглядит эта кухня. Вот, красота, красота. Идем дальше. Проходим в коридорик. Здесь у нас мягкий туалет. Открываем.
Ну, такой простенький. Есть душик, есть зеркальце. Вот. Все, в принципе, нормальненько. Ничего такого. Вот. Идем дальше. Здесь спальня. Кровать. Нам втроем хватает. Себе бы мы делали побольше, но нормально. С ребенком хорошо мы тут спим. Лампочки даже мы себе приделали. Это наши из дома. Ночью очень красиво. Здесь тоже место для хранения, шкаф, там наши вещи. Вообще замечательно выглядит все. Очень даже красиво. Нам все нравится. А еще место для хранения вон там под кроватью. Там вон у нее коляска стоит. Вот. Окна тоже шикарно. Много окон. С этой стороны, с этой стороны, с этой. И прямо, если здесь сидишь, тоже очень хорошо видно. Вот мы сегодня просыпались с видом на океан. Проверка связи. Я просто пилил на 1,5 квадрата. Кто-то себе детскую площадку построил. А еще после дождя вот такое. Ну, настоящая деревня, что сказать. Кстати, вот такие тут мусорки. Мы уже видели такие в мордель-платье. Вот еще мусорка. Карело – это маленький прибрежный городок на берегу Атлантики. Он утопает в сосновом лесу, но лес здесь не природный. Его посадили люди, чтобы укротить песчаные дюны и сделать это место пригодным для жизни. Так среди дюн и ветров вырос настоящий зеленый оазис с хвойным воздухом, тенью и уютом. Дороги тут все песчаные, без асфальта, без разметки. Они будто специально сделаны такими, чтобы никуда не спешить. Улочки петляют, скрывая дома за соснами, а в воздухе одновременно пахнет морем и хвоей. Карело считается богатой деревней, здесь нет многоэтажек, зато есть виллы, коттеджи и бутики с ценами для тех, кто знает. Но при этом атмосфера не надменная, а тихая, расслабленная, почти домашняя. А главное – океан. Прямо за соснами широкие пляжи, дюны, волны. Можно идти по лесу и вдруг выйти к горизонту. А еще тут почти никого. Я не знаю, как здесь в сезон, но сейчас практически все закрыто. Мы гуляли по лесу, выходили к океану, и вокруг ни души. Тишина, только ветер в соснах и наши шаги по песку. Но даже в этой почти полной пустоте вдруг слышишь знакомое «О, привет!». Несколько раз в разных точках русская речь. Казалось бы, другой конец света, почти безлюдное побережье, а все равно найдется кто-то свой. Мир большой, но оказывается не такой уж и огромный. Ходили погулять, нашли магазин всякого барахла прикольного. Купили жамкательные штуки. Да, привет. Там внутри слайм, а снаружи вот эта штука, и в итоге можно слайм жамкать и не пачкать руки. Вот. А еще червячка. Это единорожек. Оу. И что же ей нравится в итоге? Конечно же, пакет. Конечно же, пакет. Vamos, sí. Поехали. Побежала.
Я забыла показать, что здесь не просто бургеры, а бургеры с видом на океан. Красота какая. Это кто? Это кто ко мне забрался? Привет! Привет! А что это? Я с ней вышел и заходить не буду, что ли? Аля! Кто это? Это кто такой? Это кто такой красивка? Вообще. По дороге домой традиционный аргентинский пейзаж. Поля, трава и коровы. Много коров. Очень много. Нет, вы не поняли, их очень много. И если вдруг вы еще сомневаетесь, а точно ли их много, их невероятное количество. Вообще Аргентина одна из крупнейших производителей говядины в мире. И на каждую семью здесь приходится в среднем почти одна корова. Серьезно. Поэтому неудивительно, что они тут буквально на каждом шагу. Эти коровы пасутся на свободе, едят натуральную траву, никакого зерна, никаких ферм со стойлами. Может, поэтому аргентинское мясо такое вкусное. Коровы живут в спа, пока не наступает финал. А пока что они просто стоят, смотрят на нас с обочины и кажутся абсолютно довольными своей жизнью. Мы направляемся в городок Кастели. Там сегодня и заночуем. Он как раз по пути в Буэнос-Айрес, так что следующая точка уже дом. И на этот раз не на колесах. По дороге снова развлекаем ребенка всем, чем можем. Пока она смеется, мы ловим закат. Тот самый, который появляется будто специально, когда уже немного устал, но все еще едешь. Наступило утро. Мы немного прогулялись по парку Плаза Кастели. Это их главная площадь, и, кстати, тут же мы и спали. Прелести Каса Роданте. Утро свежее, немного зябкое. Ставлю дизлайк за комаров, остальное нормально. Сам городок для меня как будто Белград в Сербии, но только с пальмами. Та же архитектура в стиле простой рабочий город, те же бетонные формы. Дальше все достаточно стандартно. Забегаем в пекарню за медиалунусами и в путь. По пути наш замечательный Эдуардо решил остановиться прямо на трассе. Показал нам дом, хотя, если честно, это больше похоже на замок. Если просто проехать мимо, его и не заметишь. Он прячется за деревьями, будто стесняется своей сказочности. Но Эдуардо знает каждый уголок этой дороги. Вот так, едешь себе спокойно, а тут бац, неожиданная архитектурная сказка среди полей. Ладно, поехали дальше. По пути у нас сменился водитель, как вы могли заметить. Не знаю, имеются ли у него права данной категории, ну, была не была. Ева, куда поедем? Куда поехала? Куда поехала? Затем мы остановились перекусить. Зацените, какой удобный стул, который крепится, наверное, к любому столу. Вообще класс. Заправка, прогулки и шагамос. Que buena onda. Muchas gracias, Eduardo. Gracias. Gracias por todo que tú haces. Me pone feliz viajar así. Es lo menos que puedo hacer. Todo lo que está en mí. Si no hago más, es porque no sé. Muchas gracias, muchas gracias. Abrazar, 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 ¿correcto? No, Sí, correcto. sí, Abrazar. Espérame. Ay, Muchas gracias. no, gracias a vos, hermosa. Gracias. Gracias.